Являюсь Navision разработчиком, более 2 лет знаком с Navision. В общей сложности ERP-системами занимаюсь около 8 лет. На разных ролях это программист, консультант, бизнес-архитектор. И мы сейчас поговорим о штрих-кодах. Что же нового мы можем узнать о штрих-кодах? Эта тема уже очень расписана, очень хорошо в интернетах, на разных форумах, на разных языках программирования. Все мы знаем, что баркод — это графическое представление информации, удобное для автоматизации, для считывания машин. В этой встрече я бы хотел пройти всю цепочку событий от бизнес-процесса, потому что бизнес-процесс определяет формат данных и действия, которые мы будем с ними делать. Перейдем к постановке задачи с выбором типа штрих-кода, перейдем к правилам форматирования штрих-кода, формирования. И как итог мы реализуем поставленные задачи в Navision. Для удобства слева есть план нашей встречи, и актуальные пункты подсвечиваются цветом, чтобы мы не потерялись, на каком этапе мы сейчас с вами. Итак, рассмотрим организацию, у которой есть складское помещение, есть розничный магазин, возможно, сеть магазинов. В магазинах есть весовой товар, штучный товар и есть документооборот в каком-то автоматизированном виде. И сейчас мы рассмотрим этих 3 составляющих и как штрих-коды используются в этих бизнес-процессах. Первым мы рассмотрим склад. Итак, какие у нас процессы есть на складе? У нас на складе есть процесс приемки товара, факт фиксации производится кладовщиком, идет размещение по ячейкам, перемещение между ячеек, есть операция инвентаризации и операция отгрузки товара. И все эти операции очень сложно было бы делать без штрих-кода. Штрих-код у нас начинается использоваться в приемке. В момент приемки мы определяем, товар у нас штрих-кодирован или нет. Если товар штрих-кодирован, то мы используем эти штрих-коды поставщика. Если не штрих-кодирован, нам нужно его проштрих-кодировать. Далее более детально о оборудовании, которое используется в этом бизнес-процессе. Первое, о чем нужно вспомнить, это терминал сбора данных. Терминал сбора данных — это, по сути, такой портативный компьютер. Его роль велика в автоматизации. Наша учетная система с ним синхронизируется, выставляет задачи. Задачи могут быть в стеке, либо на определенного кладовщика. Перечень этих задач доступны каждому на интерфейсе. Начало выполнения задачи происходит таким образом, что сотрудник открывает перечень задач, выбирает конкретную задачу, видит, что ему нужно собрать, и последовательно выполняет подбор товара. Этот подбор может быть на приемку, на перемещение или на отгрузку. И во время подбора товара у нас активно используются штрих-коды. Штрих-коды определяют как сам товар, так и серийные номера, так и ячейках, в которых мы храним этот товар, подбираем и размещаем. Это область работы терминала сбора данных. Если у нас нет штрих-кода, нам его нужно распечатать. Распечатываем мы на терминалах, на принтерах печати этикеток. В принципе, печать можно выполнять на любом принтере. В правом нижнем углу вы видите лист А4, разграфлен в клеточку. Есть специальные листы А4, которые позволяют печатать на них информацию. Они уже порезаны в виде этикеток, и эти этикетки использовать. Это неудобно.
очень сильно неудобно. Это во-первых. Во-вторых, простые принтеры не обеспечивают достаточное качество печати. Этикетка выгорает. Чтобы устранить вот этих две проблемы, удобства и качество печати, используются принтеры, специальные принтеры печати этикеток. Справа вы видите один из примеров принтера. Вы видите рулоны, которые используются. Этот принтер открыт, там есть специальная красящая лента, есть специальный вид печати, который более устойчив к солнечному воздействию и другим воздействием внешней среды. Вот. Этого, в принципе, достаточно, что нужно знать на данном этапе о принтерах. У них, специальных принтеров, есть особая фишка, которая есть очень полезной и к которой мы вернемся чуть-чуть позже. Слева вы можете видеть скрины интерфейса. Это пример одного из программного обеспечения. Работа на терминале может быть в двух вариантах. Первое – это установленный специальный софт. И второе – это открыть браузер на терминале и по линку открыть тонкий клиент приложения. Печать в этом случае может происходить тоже в нескольких сценариях. Первый сценарий – печать отправляется с ERP-системы. То есть, например, на Vision мы открыли и отправили на печать все товары с приходной накладной. Второй вариант печати говорит о том, что терминал подключен к сервису печати и осуществляет печать на принтер печати этикеток через этот сервис. Есть еще один сценарий, когда сам терминал подключен к принтеру, который находится, портативные принтера, которые фиксируются на поясе у кладовщика. Следующий процесс, который мы рассмотрим, это документооборот. В документообороте явные функции штрих-кода. Первое – это маркировка документа. И, в принципе, есть бизнес-процессы, когда приемка первичных документов происходит не с помощью ручного ввода номера документа, а с помощью сканера штрих-кода, что исключает ошибку оператора. Это первый сценарий использования штрих-кода. Второй сценарий использования штрих-кода – это, например, размещение на документах линков на собственные сайты, либо на платежные системы, что в наше время очень актуально. Как вы видите там на рисунку слева, можно разместить QR-код, и в один клик клиент сможет оплатить этот заказ. Следующий сценарий, который мы рассмотрим, это розница. Что у нас происходит в рознице? Во-первых, здесь мы наконец-то вспомним о сканере. Сканер – это, понятно, устройство, которое имеет источник света. Источники света могут быть разные. Это светодиодные, лазерные сканеры. Они также делятся по форм-фактору. Есть статические, есть ручные, есть беспроводные. Вот. Также сканера делятся по типам обрабатываемых штрих-кодов. Есть простые линейные, есть 2D сканеры, есть линейные сканеры, в которых несколько осей сканирования штрих-кодов. Это чтобы не отлавливать штрих-код в плоскости сканера, а можно было там допустимый угол смещения был сканера относительно основной оси сканера штрих-кода. Второе, о чем можно вспомнить, это весы с печатью этикеток. Весы с печатью этикеток – это очень интересное устройство. Это весы, у которых есть память, возможно, даже небольшая какая-то операционная система. Есть дисплей, может быть без дисплея. В нашем случае мы видим весы, в котором есть стенд кнопочный, на которых запрограммированы товары.
Все вы в супермаркетах их видели. Как это происходит? С учетной системы на весы выгружается таблица. В таблице основные поля. Это код товара, описание товара, код товара, цена и другие необходимые поля, которые необходимо печатать на этикетке. Например, как срок годности, производитель и другая сопутствующая информация. Здесь обратим внимание на код товара и код товара. Есть весы, в которых кода – это те кода, по которым можно найти товар по горячим клавишам, либо по цифровому набору. В некоторых есть и поиск по коду, это переключается в настройках, но в основном используется кода. Вот, то есть код обеспечивает быстрый доступ к товару на весах. Вот, бывает такое, что товара больше, чем позволяют весы хранить кодов. Вот, это было там, в более старых версиях. Сейчас, скорее всего, таких ограничений нет. Но в случае, когда эти ограничения были, то товарный сегмент делился на постоянную и переменную составляющую. За постоянной составляющей кода фиксировались без изменений. И для удобства кода использовали номера товаров, но поскольку, например, хлеб или там бананы могут быть 10100, то в этом случае код 1 или 2 не соответствует номеру товара. Вот. И значит, у нас первый сегмент фиксирует за собой кода, второй сегмент, он у нас кода так плавающие. И они назначаются на товар только тогда, когда этот товар у нас есть на прилавках. Как итог, у нас на весах есть в памяти таблица код, номер товара, описание товара, цена товара. Что происходит, когда вы печатаете ценник на этих весах? Выше на слайде вы видите, это один из примеров формирования штрих-кода. Маска задается на самих весах и может отличаться от этой. Есть варианты, когда префикс менее 2 символов. Есть варианты, когда код товара больше, вес меньше. Но в целом мы поговорим о такой системе, что мы определяем в штрих-коде, в префиксе это весовой или штучный товар. Если система при сканировании штрих-кода, у которого префикс указан как весовой товар, далее понимает, что последующие значимые цифры нужно разбить на 2 части. Тоже это зависит от настроек. И с этих 2 частей определить. Первое. Что это за товар по первым 3, 5, 6 символам, в нашем случае 5. И какой вес товара. Вот так система работает с весами, с печатью этикеток. Контрольная цифра. Если мы вернемся на слайд назад, мы увидим, что в весах с печатью этикеток есть контрольная цифра. В принципе, контрольная цифра существует в многих типах штрих-кода, и исторически у нее было несколько этапов формирования, скажем так. Рассмотрим ситуацию. У нас есть штрих-код 1, 2, 3, 4. Когда мы сканируем, система случайно распознала, оборудование распознало этот штрих-код как 7, 2, 3, 4. Если у нас не будет никаких проверок, то мы будем обрабатывать этот штрих-код. И нам бы хотелось хотя бы 90-80% таких ошибок отсекать. Это возможно с помощью контрольной цифры. Контрольная цифра дает один минус. У нас значимых цифр должно быть меньше. То есть, грубо говоря, если мы кодируем информацию 12 символов, то 13 символ будет уже контрольным, и вся длина штрих-кода будет у нас 13 символов. Какие были этапы по развитию контрольной цифры? Первый этап. Решили, давайте мы все цифры в штрих-коде просуммируем, и остаток от деления на 10 должен быть 0. Сказали, хорошо, давайте так и сделаем. В итоге у нас возникла другая проблема. То есть если мы проблему 1, 2, 3, 4 решаем, 1, 2, 3, 4, пример 7,
2, 3, 4 решаем, то у нас возникает другая проблема. Это ввод оператором неверного штрих-кода. То есть человек вместо 1, 2, 3, 4 ввел 1, 3, 2, 4. По факту для системы это валидный штрих-код, потому что сумма цифр у нас кратна 10. Но по факту это не так. Поэтому следующим этапом пошли на усложнение. И усложнение было такое. Давайте каждую вторую цифру попробуем умножить на 2. И что у нас получилось? Что теперь штрих-код вида 2, 3, 6, 4 у нас валидный, но и если мы поменяем местами цифры 3, 2, 6, 4, то тогда система его, нам система проинформирует, что штрих-код невалидный. Но есть очень интересные цифры, 1 и 6. Эти цифры были рядом в двухрядных клавиатурах. И получается, что если мы случайно вместо единички поставим шестерку в позиции, в которой умножается, то у нас итоговая сумма автоматически увеличится на 10. То есть 1, 2, 3, 4 и 2, 6, 3, 4 это один и тот же штрих-код. Потому что проверка будет одна и та же. Там у нас сумма 7, там у нас сумма 17, что тоже нам не подходит. Поэтому третьим этапом решили, давайте мы будем умножать на 3. И вот этот вот принцип, который каждый второй символ умножать на 3, это у нас в EN13 так рассчитывается контрольная цифра. В принципе, логику контрольной цифры на штрих-кодах, в которых контрольная цифра не обязательно, можно прописать любую. Просто есть ряд штрих-кодов, в которых аппаратная часть контролирует эту контрольную цифру и просто оборудование не будет отрабатывать. Например, в EN128 там немножко другая логика, и мы рассмотрим ее чуть дальше. Теперь мы подошли к типу штрих-кодов. Вот. Как я говорил ранее, бизнес определяет данные и действия, которые мы выполняем над этими данными. При выборе штрих-кода нам нужно понять и знать, какие значения мы будем шифровать. Если это только цифры, нам подойдет один тип штрих-кодов. Если это символы и буквы, нам подойдет другой тип штрих-кода. И в принципе есть без проблем таблицы, которые показывают диапазоны значимых символов в каждом типе штрих-кода. Но мы для примера рассмотрим несколько типов. Это 128, 39 и 2 to 5. 128 штрих-код. Он состоит из 6 секций. Первая секция – это пустота. Вторая секция – это старт-символ. Есть 3 типов старт-символы. Потом идут данные, идет контрольная цифра и стоп-символ, после чего опять пустая зона. Вот этот хороший пример, когда у нас штрих-код состоит не только из данных, не только из контрольного символа, но и старт-стоп символов. Это часто встречается в штрих-кодах. Как с этим типом штрих-кода поработать в Navision? Все уже сделано до нас и придумано до нас. Я даю ссылочку на первоисточник. 1-3 статья. Я нашел необходимый мне код-юнит. Что он делает? В описании код-юнита прописана логика формирования этого штрих-кода. Мы видим в примере, что посимвольно там шифруется баркод для примера. Посимвольно берется код символа из таблицы символов, рассчитывается контрольная сумма, как мы видим ниже, и потом все это складывается в одну строку, предварительно добавив еще
старт-символ и в конце стоп-символ. Ничего сложного. Если нужно, заходим по ссылочке, качаем и пользуемся. Работа со штрих-кодом на самом деле состоит из двух частей. Первая часть – это создать валидный тип массив значений. То есть, грубо говоря, если у нас штрих-код 1, 2, 3, 4, 5, мы его должны старт дополнительные символы включить, и вот этот массив уже нам нужно как-то преобразовать визуально, то есть сделать его визуально в виде штрих-кода. Здесь первые примеры мы рассматриваем вариант работы с шрифтами. На самом деле очень простой способ, это его преимущество. Нам нужно достаточно установить шрифт, выделить назначить этот шрифт в поле, в котором должен отображаться штрих-код, и дальше все система сделает за нас. Плюсы – быстро, недостатки – нужно устанавливать штрих-код. Как мы видим, здесь скрины с RDLC отчета. Здесь должно быть все понятно. Перейдем к следующему типу. Следующий тип, код 39, он проще 128. Я специально так сделал. Мы разобрали более сложный. Теперь о более простом просто несколько слов. Во-первых, здесь стоп и старт-стоп символ – это звездочки. И правильность моего штрих-кода я проверил в Word. То есть, грубо говоря, я в Word набил массив значений, в моем случае это код 39, указал старт-стоп символ, указал тип шрифта и сфотографировал на телефон через специальное приложение. Приложение замечательно распознало эти значения. Те же самые действия мы делаем в, например, RDLC-репорте. Вот, как мы видим, я полю назначил код 39. Так, еще один тип штрих-кода. Здесь, в принципе, то же самое, что код 129 и старт, стоп-символы. Здесь описано, что есть, как рассчитывается контрольная сумма. Здесь есть пример. Сможете более детально посмотреть отдельно. Также ссылочку с источника предоставил. На этом примере я хотел бы рассмотреть следующий принцип формирования штрих-кода. Это с помощью изображений. Опять же, до нас уже все сделали, нашел уже готовое решение, развернул себе, попробовал, действительно работает, действительно просто и замечательно. Что я сделал? Добавил таблицу, добавил баркод, тип текст 30, добавил поле картинка типа блоб. Это первый этап. Второй этап. Добавил пейджу. И третий этап. Вот это CodeUnit, который я скачал. При валидации баркода вызываем CodeUnit, который введенный текст преобразовывает в картинку. Очень хорошее решение. И как итог мы получаем вот такие вот картинки. Мы можем открыть эту картинку, кликнуть. Опять же, через приложение на телефоне я проверил, действительно оно работает. Здесь вы видите, что 0 добавился в начале. В этом типе штрих-кода он работает только с цифрами. Он используется он очень плотный, этот тип штрих-кода. И там должно быть парное количество символов. То есть если количество символов не парное, вначале добавляется 0, и в дальнейшем эти данные уже преобразовываются, рассчитывается контрольная цифра, опять же, по таблице кодов. Итак,
мы с вами рассмотрели сейчас два примера. Первый с помощью шрифтов, второй пример с помощью картинки. Первый очень простой, второй более надежный. Но в этих двух примерах есть один все равно недостаток. Скажем так, на оборудовании, в котором допускается допуск по изменению геометрии штрих-кода, эти штрих-коды будут работать замечательно. Можно настроить, чтобы все было хорошо, и там 99,9% типов оборудования будут работать хорошо. Но если мы попадаем на оборудование, которое требует неизмененной геометрии, то есть во время того, как мы сформировали картинку, эту картинку передали макет передали на печать, печать обрабатывает драйвер, и вот эти вот переходы, они изменяют изображение. И как итог, оборудование может просто его не прочитать. В таких ситуациях я бы хотел рассказать еще о других видах формирования штрих-кода. Перед тем, как я начну рассказывать о языках разметки на принтерах, какие еще другие варианты мы можем использовать? Мы можем использовать любые открытые библиотеки, любые коммерческие библиотеки. Мы можем использовать сервисы. Есть сервисы, в которые мы отправляем запросом данные, указываем тип желаемого штрих-кода, параметры по размерам. Нам в ответ сервис формирует ссылку на это изображение. Есть и такие варианты. Поэтому пользуемся тем, что нам подходит и что в данном случае решает нашу задачу. Теперь вернемся к проблеме точной геометрии изображения. Как вы уже догадались, будет речь идти о Zebra Programming Language и Elton Programming Language. В каждом принтере печати этикеток в документации можно ознакомиться, какие языки поддерживают данное устройство. Принцип работы какой? Мы сторонним приложением формируем текстовый файл, текстовый файл формируем, в котором на определенном языке указываем разметку этикетки. То есть мы создаем наполнение ее, грубо говоря, как HTML для верстки. Мы отправляем эту картинку, этот текст, а картинку уже формирует сам принтер. В принтере предусмотрена работа со штрих-кодами, и он выполняет качественную печать. И получается, что с принтером этикеток мы можем работать в два метода работы. Первый метод. Мы формируем макет, и картинку отправляем на печать. Недостатки в этой работе в том, что нам нужно будет следить за полями. Проблема настроить поля. И качество печати будет немного ниже. Если же мы используем эти языки, то все эти проблемы, все решения этих задач берет на себя принтер. И если есть принтер, который поддерживает эти языки, я рекомендую попробовать разобраться с документацией и попробовать печать именно таким методом. Я здесь предоставил две ссылки на две документации. И здесь внизу такое замечание, что Elton Programming Language, оно раньше было отдельно, но потом Zebra выкупила фирму Elton, как я понял, компанию, и дальше пошло развитие ZPL Language. Сейчас есть старые версии, ZPL 2 есть,
Вот. Разница там несущественная, и, в принципе, в документации можно с этим ознакомиться. Рассмотрим немножко детальней эти языки. Почему мне нравится Zebra Programming Language? Во-первых, я нашел онлайн-конвертер. То есть ссылочку я показал. Заходим на этот сервис, и у нас есть окно, куда мы вводим команды, и есть результат. Хорошие новости – то, что мы можем его использовать для визуализации. Плохие новости – он не всегда корректно визуализирует. И в реальности на принтере может печататься немножко другое. Вот. Для основных команд здесь можно проверять. И, в принципе, в целом этикетку можно проверять. Проще, конечно же, натренироваться, сформировать макет в этом сервисе, а потом уже убрать неточности на принтере, нежели портить расходный материал и печатать вслепую. Как мы здесь видим, здесь достаточно интересная этикетка. И сходу сказать сложно, что здесь написано. Но мы, в принципе, понимаем, что, по идее, есть здесь работа с координатами, что есть определенные команды, которые отвечают за определенные элементы, что есть команды, которые печатают штрих-код, есть команды, которые вводят текст, которые рисуют графику. Наведу пример простых команд, простых и понятных. Опять же, формировал их в этом сервисе. Старт-конец у нас XA, XZ. Первый пример рассматриваем. Вторая строчка задает начало координат, третья строчка рисует квадрат. Второй пример отличается только тем, что после указания координат мы задаем штрих-код. Мы указываем тип штрих-кода, мы указываем данные, которые нужно нам прорисовать, и нам нарисовали штрих-код. Третий пример показывает о том, что можно работать с инверсией изображения. Например, если вам нужно белые буквы на черном фоне, вы просто прорисовываете квадрат, который полностью будет проинверсирован. И последний пример с использованием QR-кода. То есть, по сути, от второго он мало чем отличается. И если вы посидите там 15-20 минут, вы сможете сделать вот что-то наподобие этого. И этого уже достаточно, чтобы разработать себе необходимый макет, который будет печататься на уровне принтера. Табличка. Давайте вернемся на 2 слайда назад. Как вы видите, второй и четвертый пример по сути одинаковые. И действительно так. QR-код от этого штрих-кода отличается командами BCN, а здесь BQ. То есть, грубо говоря, мы одной командой, одним набором символа определили другой штрих-код. Далее, в зависимости от штрих-кода, идут специфичные для штрих-кода параметры. У QR-кода это 2.10, а в этого штрих-кода 100 YNN. Это yes, no, это, наверное, параметры показывать текст, не показывать текст. И еще там другие. В принципе, в документации есть, можно с этим всем ознакомиться. И теперь возвращаемся к нашим табличкам. Из документации просто взял примеры таблиц, взят из документации. Какие типы штрих-кодов поддерживают? То есть для того, чтобы вам напечатать другой штрих-код, вам нужно вызвать только другую команду и указать корректные параметры. Далее система все сделает за вас. Это очень удобно. EPL. EPL. Если говорить, то по функциональности оно ничем не уступает. Единственный минус, который я сейчас вижу, это то, что я не нашел онлайн-конвертера. И все настройки, подгонка этикетки производилась только с наличия оборудования и наличия
достаточного расходных материалов. Но как видим мы по примерам, start-end символы тоже есть end P1. И здесь в примере у нас есть разные шрифты на разных расстояниях, разные штрих-коды в правой части у нас тоже есть. QR-коды, то же самое, указываем другую команду, и система уже будет печатать другой штрих-код. Ну и, конечно же, можно с поворотами играться, то есть полностью сделать ту этикетку, которая вам необходима. Примеры. Настройка печати через принтер этикеток состоит из нескольких этапов. Сейчас мы говорим в целом о настройке. Первое – это, конечно, настроить сам принтер, поставить драйвера, чтобы он что-то запечатал. Ну, в принципе, есть сервисные центры, если у вас проблемы, есть достаточно документации, опять же, тут YouTube, где показывают, как настраивать, как делать калибровку. Это в случае, если вы с этим работаете первый раз. Второй этап – это сформировать макет. То есть ваша задача командами сформировать макет и увидеть, что это то, что вы хотели. Для первого варианта команд у нас есть онлайн-конвертер. По второму мы уже ждем настройки принтера и тестируем уже на самом принтере. И третий этап – разработка в учетной системе. Разработка, в свою очередь, делится тоже на два этапа. Первый этап – это формирование команды, что является очень простым делом, потому что макет у нас уже есть. Просто мы заменяем там параметры. А второй этап – это отправить на печать этот файл. В драйверах у принтера есть функционал, который позволяет отправить команду. Также команду вы можете отправить с помощью простого текстового блокнота. Любого текстового редактора, я использовал блокнот, можно и другой. Что для этого нужно сделать? Во-первых, в настройках принтера есть настройка, которая... Это все есть в интернете, это просто чтобы знать, в какую сторону копать. В настройках принтера есть настройка, которая определяет старт-стоп символы для команд. То есть, если на принтер летит текст, обвернутый в старт-стоп символ команд, то текст не просто печатается как текст, то есть не те команды печатаются, а принтер преобразовывает эти команды в изображение. Этот же эффект мы получаем, если просто текст отправим напрямую на принтер, например, там прямая печать в порт. Вот. И вот сейчас задача второго этапа программирования – это найти способ отправить эту команду на принтер. В интернете, опять же, есть много решений. Одно из решений я вам продемонстрирую. На onPreReport создаем файлик. Далее getPrinterName. Здесь мы используем стандартный функционал Navision. В Printer Selection мы определяем report, номер отчета и имя принтера, с которым мы будем работать. Далее мы формируем сам файл и оборачиваем его в старт-стоп символы. После чего мы этот файл с сервера передаем на клиент и выполняем такую команду. Мы отправляем на печать с блокнота. То есть, грубо говоря, если бы вы открыли блокнот, ввели бы эти команды в обертке старт-стоп символов и отправили на печать, принтер разобрал бы эти символы как команду. Мы тоже сделали программные. У этого способа, конечно же, есть недостатки. Во-первых, с блокнота просто так не получится отправить, потому что этикетка, например, 20 на 30, и поля печати блокнота просто не дадут возможности отправить на
принтер эту информацию. Все-таки более надежный способ — это использование каких-то библиотек, которые отправляют напрямую на этот принтер. Вот. В нашем случае этот функционал был разработан нашими разработчиками, вот. Но для демонстрации я показываю решение, которое тоже работает. Ну вот здесь пример разницы EPL и ZPL. В принципе, то, что мы видели раньше, просто команды как формируются уже в самом отчете. Так, итого. При работе с штрих-кодом есть две рекомендации. Первое. Найдите свой штрих-код. Что это значит? Что определите, какой штрих-код использовать, какой тип данных нужно визуализировать, какие данные нужно визуализировать, в каких процессах это будет использоваться, какое оборудование у вас есть в наличии. От того, какие действия, какие данные и оборудование, вы сможете выбрать тип штрих-кода. И уже с типа штрих-кода вы сможете принять решение по реализации данного функционала. И вторая рекомендация: если у вас есть принтер с использованием, с поддержкой языков разметки этикеток, используйте их, вы будете приятно удивлены.